Как я уже упоминал ранее, Kawasaki в этом году празднует 50-летие своей Z-серии, а потому это самое лучшее время для новинок. В 2022 году чрезвычайно популярную спортивную ретро-линейку компании пополнила новая модель Z650 RS, которая позиционируется как младший брат Z900 RS. Кстати, оригинальный Z650 или KZ650 в Соединенных Штатах, к которому и идет отсылка новой модели, появился в далеком 1976 году и быстро стал одним из самых популярных мотоциклов 70-х, благодаря сочетанию производительности и надежности четверки воздушного охлаждения, которая выдавала тогда 66 лошадиных сил и 57 ньютон-метров, а также стилю и доступности. Этими достоинствами компания постаралась наделить и новую модель. Модель Z650 RS в первую очередь предназначена для молодых райдеров, а также для тех, кто с теплотой вспоминает выпуск культового сына Z1 модель Z650. Тонкий баланс старого и нового ретро и современности был мастерски достигнут командой дизайнеров Kawasaki. Мотоцикл реально выглядит очень круто и привлекает внимание. Как вы уже заметили, новинка имеет вдвое меньше цилиндров, чем оригинальная модель 70-х. Это обновленная версия рядного двухцилиндрового двигателя объемом 649 кубических сантиметров с жидкостным охлаждением, который используется как в последних моделях Z650, так и в Ninja 650. И несмотря на два цилиндра, Z650 RS выдает даже чуть большую мощность, чем четырехцилиндровый старичок. Это 68 лошадиных сил на 8000 оборотов в минуту и 64 ньютон-метра крутящего момента на 6700 оборотов в минуту. Обладая заслуженной репутацией надежного и производительного двигателя, силовая установка настроена на низкие и средние обороты. Как раз то, что нужно для городской езды, и при этом она еще обладает и отличной экономичностью. Производитель заявляет средний расход топлива в 4,5 литра на 100 км. Поэтому большой бак мотоциклу не нужен, он вмещает всего 12 литров. При снаряженной массе в 187 кг Z650 RS от 0 до сотни разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость 200 км в час. К сожалению, у новинки нет выхлопа, характерного для этой линейки, как у Z900 RS, а вместо этого обычная невзрачная система от Z650, Ninja и Versus. Компактная и эффективная, но смотреть особо не на что. В отличие от этого, приборная панель с двумя колодцами, как у старшего брата, выглядит достойно, а незаметный ЖК-дисплей, расположенный между ними, прокручивает всю необходимую информацию нажатием одной кнопки. Что касается шасси, то рама представляет собой трубчатую решетчатую конструкцию от Z650, но с измененной хвостовой частью. Она обеспечивает легкость и маневренность, что способствует уверенной управляемости. Подвески и тормоза полностью переехали от Naked. Это обычная нерегулируемая 41-мм вилка с ходом 125 мм спереди и регулируемый по преднатягу моноамортизатор, ход которого 130 мм. За торможение отвечают два 300-мм диска в стиле ретро вместо лепестковых с двухпоршневыми суппортами спереди и один 220-мм диск с однопоршневым суппортом сзади. За работой системы приглядывает усовершенствованная система ABS Bosch.
Если поставить два мотоцикла рядом, Z650 и Z650 RS, то сразу становится очевидным, что новый проект компании занял немало времени. Это новый бак, кузов, сиденье, спецкраска и освещение. Плюс мы помним, что для создания правильного внешнего вида Z потребовалось изменение конструкции рамы. Все эти элементы удачны и гармонично сочетаются друг с другом. Мотоцикл хорошо едет и выделяется на дороге. Но цена слегка удивила зарубежных мотоциклистов. На старте продаж все ждали ценник как на Z650, примерно $7500. Однако за ретро-стиль в Kawasaki запросили $9000. А если Z650 RS в окраске посвящена 50-летию, то еще плюсом $300. Ну, как говорится, было бы на что жаловаться. Если бы у нас он стоил так же, что в переводе 500 тысяч рублей, это была бы сказка. Но наши реалии таковы, что за новенький Z650 RS дилеры просят $19 500. Это 1 200 000 рублей. И нас, в отличие от тех же европейцев, такие конские ценники уже не удивляют. Потому что мы с легкостью можем себе позволить один мотоцикл по цене двух.